Если бы сегодня светило солнце, я бы точно пошла гулять. О, солнце! Если бы было желание, точно пошла бы. Ай! Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Давайте сегодня поговорим про условное наклонение и о том, когда оно используется и как образовывается. Как мне кажется, оно очень простое в русском языке. Нужно запомнить всего лишь одну формулу, и вы сразу же овладеете условным наклонением. Глагол в прошедшем времени плюс частица «бы». Активируйте субтитры, если они вам нужны, а мы начинаем. Итак, всего в русском языке 3 наклонения. Изъявительное, условное, или его еще называют сослагательным, и повелительное. Про повелительное у меня уже есть видео, поэтому можете посмотреть его после того, когда смотрите это видео. Условное наклонение в русском языке используется для выражения условий, при которых происходит действие. Оно помогает обозначить ситуации, которые могут быть реальными или нереальными, в зависимости от контекста. Как оно образовывается? К глаголу в прошедшем времени нужно добавить частицу «бы». Например, пойти – пошел бы, поговорить – поговорил бы, сделать – сделал бы, знать – знал бы и так далее. Теперь давайте посмотрим на реальность или нереальность условия. Тут тоже все довольно просто. Если условие реально, то оно может осуществиться, а если нереально, то оно не соответствует действительности. Например, если бы ты закончил работу, мы бы пошли гулять. Ты еще работаешь, но есть шанс, что ты ее закончишь, и мы пойдем гулять. Это реальное действие. Если бы я была птицей, я бы постоянно летала. При этом условии, если бы я была птицей, я бы могла постоянно летать. Но соблюдение этого условия невозможно, а поэтому мы говорим о нереальном действии. К нереальным действиям также относится что-то из прошлого, что уже случилось и что нельзя поменять. Например, если бы у меня было время выучить японский до поездки в Японию, я бы это обязательно сделала. Но я уже съездила в Японию, а японский так и не выучила. То есть это действие в прошлом, которое поменять я уже не могу. Разница между реальным и нереальным действием только в смысле, а образование у них одинаковое. У условного наклонения также могут быть разные оттенки. Например, возможное действие или условие. Если бы мы выехали раньше, мы бы сейчас не опаздывали. Желание. Я бы сейчас с удовольствием почитала книгу, но не могу, так как много работы. Сомнение или опасение. Ты точно взяла все документы? Как бы нам ни пришлось за ними возвращаться. Или не хотела бы я сейчас за ними возвращаться. Глаголы в форме условного наклонения изменяются по родам и числам, как и глаголы прошедшего времени. Пошел бы, пошла бы, пошло бы, пошли бы. Чего они не имеют, так это грамматической категории лица и времени. Местоположение частицы «бы» по отношению к глаголу в прошедшем времени довольно гибкое. Что это значит? Вы ее можете поставить как перед глаголом, так и после него. А еще она может отделяться от глагола другими словами. Примеры. Мне совсем бы было непонятно, что он сказал, если бы я не сняла наушники. Мне было бы совсем непонятно, что он сказал, если я не сняла бы наушники. Мне бы совсем было непонятно, что он сказал, если бы я вовремя не сняла наушники. То есть, видите, вы можете частицу «бы» ставить хоть перед, хоть после глагола в большинстве случаев. Еще условное наклонение может употребляться в значении изъявительного. Например, когда мы что-то вежливо спрашиваем. «Не могли бы вы мне помочь?» Это то же самое, что и «можете мне помочь? Пожалуйста». Или «было бы интересно узнать». Интересно узнать. Или в значении повелительного наклонения. «Сходила бы ты мусор вынести, все равно без дела сидишь». Сходи, вынеси мусор,
все равно без дела сидишь. Что касается структуры предложения с условным наклонением, она обычно следующая. Первая часть – условие, вторая часть – результат. Или наоборот, сначала результат, а потом условие. Если бы я знал, что ты меня ждешь, я бы пришел раньше. Я бы пришел раньше, если бы знал, что ты меня ждешь. Но не обязательно условное наклонение выражать именно так. И вы в этом могли убедиться на кое-каких примерах, которые я приводила выше. Просто это, так скажем, стандартная формула. Еще несколько примеров. Я бы сейчас съела мороженого. Мне не обязательно эту фразу продолжать. Я могу сказать: если бы у меня в холодильнике было мороженое, я бы сейчас его съела. Но могу и не указывать на условия, а просто таким образом выразить свое желание. Этот же смысл я могу передать и следующим образом. Сейчас бы мороженого или сейчас бы мороженого съесть. То есть это тоже говорит о моем желании. И вот эта конструкция довольно частая. В кино бы сходить, русским бы позаниматься, почитать бы, сейчас бы в отпуск поехать. И, как правило, это говорит о желании, которое у вас есть на данный момент, но которое вы по каким-то причинам, которые не обязательно указывать, не можете осуществить. Хоть бы погода завтра была хорошая, или вот бы погода завтра была хорошая. Опять же, это может быть законченным предложением, а можно к нему добавить, чтобы наконец-то погулять, или надоела эта серость на улице. Это основные моменты, которые нужно знать об условном наклонении. Самое простое в нем – это образование, согласитесь. Пошел бы, пришел бы, ушел бы и так далее. А сейчас я вам прочитаю небольшой текст, который я попыталась сделать практически полностью в условном наклонении, чтобы вы наглядно посмотрели, как оно может использоваться. Хотела бы я знать все языки мира. Тогда бы я могла свободно общаться с людьми из разных стран и культур. Я приезжала бы в любую точку мира и чувствовала бы себя как дома, понимая каждого собеседника. Каждое утро я думаю, хоть бы у меня сегодня было достаточно свободного времени, чтобы я смогла попрактиковать язык. Поскольку если бы я чаще могла им заниматься, я бы говорила намного увереннее. И также это открыло бы для меня новые горизонты и помогло бы понять нюансы в речи носителей, которые невозможно передать через словарь. Изучение языков – это путешествие. И если бы каждый из нас вложил немного усилий в это дело, мир стал бы ближе и дружелюбнее. Вроде с условным наклонением разобрались. А чтобы в этом убедиться, предлагаю вам написать в комментариях свою мини-историю или одно-два предложения, как вам больше нравится, в условном наклонении. Например, можете взять тему моего текста. Если бы я знал все языки мира, то что было бы? Попробуйте развить эту мысль. Надеюсь, что вам было полезно и, главное, понятно. Если есть вопросы, тоже о них пишите. Я всегда здесь и рада помочь. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока! Don't leave me here high and dry.